Сегодня поговорим о хорошем, плохом и ужасном арахисе и арахисовой пасте. Какой факт рассказать сначала? Хороший, плохой или ужасный? Давайте начнем с ужасного. Во-первых, вам нужно знать, что арахис на самом деле не орех, он не растет на дереве. Это растение из семейства бобовых, растущее в почве. Начнем со скорлупы. Скорлупа арахиса мягкая и легко поглощает вещества из почвы. Например, химикаты. Учтите, что арахисовые поля просто-таки заливают химикатами. В ход идут пестициды, инсектициды, гербициды, фунгициды. Химикаты попадают в почву, а орех их впитывает. В целом, арахис не ГМО, он генетически не модифицирован. Но вот проблема. Арахис на полях чередуют с хлопком. А хлопок — это уже ГМО. И что бы вы думали? В почве остается глифосат, основной компонент раундапа, с помощью которого избавляются от сорняков. А раз он есть в почве, то он попадает и в арахис. Если посмотреть, когда начали использовать глифосат, это гербицид, основной компонент раундапа, то вы увидите совпадение со всплеском аллергии на арахис. Интересно, есть ли связь между тем, что у людей развивается аллергия, и химикатами в их еде? Как вы думаете? Оставьте комментарий. Я хочу знать, что вы думаете. Когда стал применяться глифосат, случаев аллергии стало больше на 400%. А еще, и под видео есть ссылка, были проверены партии арахисовой пасты, и в ней обнаружили следы глифосата. Это ужасный факт. Перейдем просто к плохому. Есть такое вещество афлатоксин. Этот токсин вырабатывается грибком, растущим на арахисе, кукурузе, сое и других злаках. Так вот, в арахисе гораздо выше содержание этого токсина, афлатоксина, а он вызывает рак печени. Еще во многих марках арахисовой пасты просто через край добавленного сахара, химикатов, гидрированного масла. Обязательно читайте этикетку. Проверьте, что в составе только арахис и, может, еще морская соль. Это плохие новости. Перейдем к хорошим. Есть такой вид арахиса, он называется валенсия. В нем меньше всего афлатоксина. Это хорошо, так ведь? И еще в органической арахисовой пасте меньше таких химикатов, как пестициды, инсектициды, гербициды и фунгициды. Если сделать арахисовую пасту из органического арахиса валенсия, вы получите меньше химикатов, особенно глифосата, а также меньше токсинов от грибка. Это хорошие новости. А вот еще хорошие новости. Можно пожарить арахис или замочить его, то есть оставить на ночь в воде, чтобы убрать из него антинутриенты и другие вещества, способные раздражать пищеварительную систему. В итоге повысится доступность питательных веществ. Можно сказать, что их содержание повысится, ведь они уже не будут связаны с соединениями антинутриентами. Вот еще хорошие новости. Есть такое вещество — хлорофилл. Это он делает растения зелеными. По структуре он похож на нашу кровь, но вместо железа там магний. Итак, хлорофилл способен нейтрализовать токсин, вырабатываемый грибком, тот самый афлатоксин. Так что, если вы едите салат или какую-то другую зелень, или пьете концентрат сока витграсса в порошке, съев сэндвич из арахисовой пасты с джемом. Шучу, не надо так делать. Но если вы едите арахис или арахисовую пасту с чем-то, в чем есть хлорофилл, вы нейтрализуете часть токсина. Это хорошо. Последняя хорошая новость. Арахис сравним с другими орехами по содержанию питательных веществ. В нем есть витамин Е, витамины группы В, в нем есть фитонутриенты, и в нем даже есть белок. Да, ребята, мне жаль, что питание порой превращается в сложное занятие, но я хочу, чтобы вы осознали, с чем вам приходится сталкиваться, какие химикаты попадают в пищу, а также, чтобы вы понимали, откуда там могут взяться грибки и токсины. Спасибо за просмотр.